Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот тапочки из толстой пряжи. Простая такая модель. Вяжется с подошвы, без отрыва нити. Начала с подошвы и закончила верхом. Значит, для вязания мне понадобится, у меня будет 5 спиц. Буду и на 2 вязать, и на 3 вязать. Спицы номер 3,5. Пряжа ушло больше мотка. Сразу скажу, где-то грамм 120-130. Пряжа Ализа Суперлана Макси. Она с шерстью, 25% шерсти, в 100 граммах 100 метров. Я планировала их вязать на размер 37-38, но они у меня получились 38-39. Поэтому я в процессе вязания все детали измеряла в сантиметрах, чтобы было более понятнее. Значит, если размер маленький, подошву по длине уменьшаем на пару рядов и по ширине на пару петель. Если 39-40, добавим только пару рядов в длину по подошве. Ширину оставим такую же. Это при моем метраже. Вот я их только что примеряла, поэтому рассказываю. Ну и украсим. Можно вышивкой, можно бантик, можно цветочек, можно пуговички. У кого какая фантазия. Значит, ну вот и все. Переходим к просмотрам. Всем приятных просмотров. Набираю 8 петель на спицу обычным способом. Так, длинную нитку нараставила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый ряд провязываю все лицевыми. Так, первую провяжу. Последнюю кромочную я буду провязывать изнаночной. Так, перешла. Теперь это у меня будет лицевая сторона. По лицевой стороне я сейчас сделаю несколько добавок. Расширю. Это у нас задник, пятка. После кромочной петли буду добавлять одну петельку. Можно накидом, любым удобным для вас способом. Можно из протяжки делать. Я вот так вот добавляю. Одну добавила. И в конце ряда добавлю также одну петлю. Провязываем до конца ряда. Я вяжу плотно, потому что это подошва. Так, и в конце ряда еще одну добавила. И кромочную провязала. Перешли на изнаночную сторону. По изнаночной стороне без изменений. Все провязываю лицевыми. Провязываем до конца ряда. Лицевая сторона. Сделаю еще по одной добавке. Всего у меня будет 12 петель. И буду я продолжать вязать на 12 петлях. Одну добавила. Все, далее опять все вяжу лицевыми. И одну добавлю в конце ряда. Я провяжу вот этих вот 17 зубчиков. Замерю потом в сантиметрах. И потом буду опять делать прибавки. Так, одну набрасываю. Все. Далее без прибавок вяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 у меня. Продолжаю вязать. Провязала я 17 вот этих вот дорожек в высоту. В сантиметрах это у меня вот почти 10 сантиметров. Теперь я сейчас буду делать прибавки. Вот по ноге покажу, что я буду делать. Буду расширять вот ширину по ступне. Буду расширять. Провяжу потом до мизинца и сделаю убавки на мысок. Значит, сейчас наберу 4 прибавки сделаю. Будет у меня 16 петель. И буду вязать до самого мизинца. Так, точно так же, как я прибавляла на пятке. Сейчас один ряд делаю прибавку. Провязываю до конца. И точно так же в конце ряда сделаю еще одну. Затем следующий изнаночный, лицевой, изнаночный я провяжу без изменений. И сделаю еще одну прибавку. Получится через одну дорожку.
сделаю еще в начале и в конце ряда. Так, это у меня было 12, теперь у меня 14 петель. Вы опять же ориентируйтесь по своей ширине. Если у вас полнота подошва более широкая, можно сделать чуть пошире. Так что у меня не замерила еще ширину. Хотела вам замерить. Сразу 6 сантиметров в ширину. Ну, это сторона пятки. Это у нас. Так, первую снимаю. Далее сейчас, как я уже сказала, изнаночный, лицевой, изнаночный провяжу без изменений. Провязала 3 ряда без изменений. И еще сделаю одну прибавку. Как я уже говорила, 16 петель у меня будет. И буду вязать до мизинца. Так, одну прибавила. Далее все вяжу лицевыми. Значит, провяжу 33 зубчика, кажется, у меня. Довяжу, пересчитаю точно. И потом к вам вернусь, буду делать убавки на мысок. Смотрите, только что сюрприз. Свяжу с мотка. Хоп, нитка отрезанная. Прям вот аж разнервировала до меня. Пряжа толстая. Теперь сейчас голову ломай. Все это попрятать. Так, провязала. Одну добавила. Все, 16 петель. Продолжаю вязать подошву до самого мизинца. Довяжем. Провязала я высоту 33 вот этих вот дорожки. Теперь буду делать убавки на мысок. Первую снимаю. Следующие 2 провязываю вместе. Далее вяжу до конца ряда, не довязывая 3 петель. Убавлю, 2 провяжу вместе. Так, довязываем до конца ряда. Так, пришла в конец ряда. Предпоследние 2 петельки провязываю вместе. Провязала. Кромочная, изнаночная. Так, изнаночная сторона провязываю по узору без изменений. По лицевой стороне буду по 2 убавлять. Убавлю, пока у меня на спице не останется 10 петель. Так, изнанку провязали до конца. И по лицевой стороне убавили. Значит, сейчас что делаем? Вяжем, убавляем мысок. Закончила делать убавки. На спице у меня сейчас 10 петель. Высоту по дорожкам, по зубчикам просчитать. Я провязала 36 вот этих вот зубчиков, грядок. Теперь высоту в сантиметрах у меня в спокойном состоянии 21. 8. Вот эта вот часть 8 сантиметров. Эту я замеряла. Теперь что дальше буду делать? На круговые спицы можно и на 5 спиц. По всей подошве буду набирать петли. Значит, сейчас вот эти вот 10 петель я провяжу. Ой, не те спицы взяла. Так, провязываю эти 10 петель лицевыми. Так, теперь наберу по одной стороне, по пятке и по второй стороне. У меня было 36 зубчиков, 36 петель у меня будет по боковой стороне. И по этой же 36 по подошве, по пятке 8. И спереди на мыске у меня 10. 36, 36, 72 и 8, 80. И впереди 10, 90 петель у меня получится. Так, как я буду здесь набирать? Вот у нас проходит вот дужка крайняя. За одну дужку подхватываю. Одна остается. То есть крючок ввожу вот в это звено. И вытягиваю ниточку. Петельку. Вот так вот одну. Так, по одной наберем петли. Не за первую, получается, а за вторую.
Можно под 2 дужки, но получается сильно толстый шов вовнутрь идет, поэтому я набрала за одну. Так, и будем вязать потом по кругу. Значит, сейчас что сделаем? По всей подошве набираем петли. Вот так вот получается. Набрала я петли по всей подошве. Так вот получилось. Теперь пришла в начало ряда. Получается, у меня начало ряда вот на мыске. Вот эти вот 10 петель сейчас лицевых. Отметим их. Значит, сейчас что я буду делать? Первый ряд провяжу все полностью изнаночными. Следующий ряд лицевыми. Опять изнаночными, опять лицевыми. Ой, извините. Буду так вязать, где вот 1, 2, 3, 4, 5. Пока у меня не будет 5 вот этих вот дорожек. Вот по мыску можно посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять. Провяжу 5 дорожек в высоту, потом к вам вернусь и перейдем на мысок. Значит, так, теперь по кругу вяжем. Сейчас спицы переведем. Так, поехали. Все изнаночными провязываем. Потом вот до маркера дойду. Следующий ряд все лицевыми. Потом опять изнаночными, опять лицевыми. Платочкой провяжем высоту. У меня 5 рядов. Опять же, ориентируйтесь по плотности своей, как вы вяжете. Может, вам нужно будет провязать 6 на 1-2 ряда больше или на 1-2 ряда меньше. Опять же, от размера зависит. Всё, вяжем. Закончила ввязывать подошву. Вот такая вот лодка у нас получилась. Теперь переходим к мыску. Средние 10 петель у нас, которые остались с подошвы. Мы подошву заканчивали 10 петлями. Вот они у нас. Теперь что я сделаю дальше? Значит, 10 петель. Я начну вязать с 8. Первую провязала. Теперь остальные я закончила вот эту вот высоту изнаночными петлями. Теперь я вяжу лицевыми. Весь мысок у меня будет лицевыми петлями. Так, первая на спице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязываю 2 вместе сразу. Лицевой. Провязала, соединила. Перешла на изнаночную сторону. Первую снимаю. Вторая. Третья. Четвертая. Вяжу изнаночными. 5, 6, 7, 8, 9. Соединила 2 вместе. Так, перешла на лицевую сторону. 8 петель у меня на спице. 2, 4, 6, 8. Теперь я по лицевой стороне в каждом ряду буду делать по одной прибавке после кромочной петли. Буду расширять мысок. Первую снимаю, точно так же, как мы делали это на пятке. Одну прибавляю. Остальные все провязываю лицевыми. В конце ряда сделаю одну прибавку и последнюю петельку соединю с петелькой с боковой спицы. Так, провязала. Одну прибавила. Последнюю соединяю. Две вместе провязала. Развернулись. Все провязываем изнаночными по изнаночной стороне. Последнюю петлю соединяю с петелькой с боковой спицы по изнанке. Изнаночной петлей буду соединять. Так я расширю мысок до 14 петель. 14 петель у меня будет по мыску. Так, последняя петелька.
Соединяем. 2 вместе провязали. Перешли на лицевую сторону. Опять первую снимаем, одну добавляем. Все провязываю лицевыми. В конце ряда опять делаю одну прибавку и последнюю петлю соединяю. Перешли на изнаночную сторону, вяжем все изнаночными без изменений. Закончила расширять мысок. Далее продолжаю вязание. Мысок вяжу лицевыми петлями, крайние петли соединяю с петелькой с боковой спицы. Вместе провязываю все. Накиды у меня добавки закончились. Только соединяю крайние петли. Так я провяжу. Мысок у меня будет где-то 12 сантиметров. Высоту домеряю, довяжу до конца, точно замерю в сантиметрах. У меня вот на вот этих вот боковых спицах всего будет 26 и 26 петель. Довяжу, потом перейдем на круговое вязание. Значит, сейчас свяжем высоту мыска. По изнанке 2 последних закрыла изнаночной. Вот так вот получается. Вяжем мысок. Так, провязала я мысок 10 сантиметров высоту. Значит, на вот этих вот боковых спицах у меня сейчас 52 петли, и я перехожу на вязание по кругу. Сейчас буду вязать боковые стороны. Буду продолжать также вязать платочной вязкой, лицевые и изнаночные ряды. Мысок буду продолжать вязать лицевыми петлями, так как я вязала. И вот эти вот боковые петельки также буду продолжать по 2 вместе провязывать, убавлять. Значит, дошла до краю. Последние вот 2 закрыла. Перехожу на боковую сторону и продолжаю вязать. Как вот тут у меня ряд лицевой идет. Все провязываю лицевыми, все вот эти вот 3 спицы до начала мыска. Так, все провязываем по кругу. Вяжем. Провязала 3 спицы, пришла в начало ряда. У меня осталась вот сбоку последняя петелька. Теперь вот эту вот первую петлю я буду закрывать 2 вместе. 2 вместе точно так же убавляю. Закрыли. Теперь мысок провязываю все лицевыми. И последние 2 вместе провяжу, убавлю. И опять пойду вязать платочной вязкой. Это я провязала лицевой. Теперь у меня изнаночный будет ряд. Значит, так я буду вязать, пока у меня не будет по задней части, по заднику 8 дорожек. Потом, сейчас довяжу, подождите. Так, дошла вот до последней. Закрываю 2 вместе, провязала. Перешла на боковую сторону. Все вяжу изнаночными. Сзади по пятке я 2 раза по одной петельке убавлю, чтобы лучше сидел задник. Так, вот от середины 5-10 петель, если на пятку отпустить, 5 петель от середины, 2 петельки провяжу вместе и через ряд точно так же повторю 2 вместе. Так, провязала до середины. 1, 2,
4, здесь 2 вместе, да? Три, 2 вместе. Вот с одной стороны, со второй убавила по одной петельке. Далее продолжаю опять вязать все платочной вязкой и по мыску закрываю петли. Значит, провяжу я сейчас, смотрите, у меня всего в высоту 11 вот этих вот дорожек будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я провяжу 8, потом по лицевой, по мыску провяжу изнаночными лицевыми рядами 1, 2, 3. Получается 11. Здесь полных 3 ряда у меня. Значит, сейчас я провяжу 8 зубчиков, вернусь к вам и по мыску буду вязать платочной вязкой. Вяжем. Так, довязываю я последний ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 зубчиков провязала. Последний ряд вяжу лицевой. Так, вот последнюю петельку теперь осталось. Теперь что дальше делаю? Теперь мысок буду провязывать изнаночными и далее продолжать вязать платочной вязкой. Значит, сейчас у меня мысок высоту, сколько он здесь? Почти 12 сантиметров. На задних спицах у меня петель, сколько у меня петель? Так, на задних спицах 38 петель всего на вот этих вот 3 спицах. Так, теперь переходим наперед. Сейчас я буду продолжать закрывать, вот несколько раз еще петли закрою. Всего у меня поверху останется 50 петель, 48 или 50, что-то так. Так, теперь вот эти вот 2 петельки, теперь я закрою изнаночной. Так как я мысок сейчас буду вязать первый ряд изнаночными, и сразу закрою изнаночной. Все, далее продолжаем все вязать по кругу. И при необходимости, если вам этой ширины достаточно, можете оставить, не закрывать. Если это широко, можно еще убавить. Точно так же и мысок. Можно сделать его выше, провязать. Так, вяжу изнаночными. Сейчас я так провяжу, пока у меня на мыске не будет 3 вот этих вот дорожки, 3 зубчика, то есть 6 рядов. Каждый зубчик это один ряд. Лицевой, изнаночный. Получается одна дорожка. Так, довязываю мысок до конца. Так, убавлю здесь еще вот одну. Убавила. Что у меня здесь изнаночные петли идут, продолжаю вязать все изнаночными. Следующий ряд, дойду до начала мыска, вяжем платочной вязкой, будут лицевые. И так буду чередовать. Провяжу, высоту у меня будет 11 зубчиков по пятке. Вот по боковой стороне, по зубчикам считаю, по дорожкам. Так, все, продолжаем вязать, заканчиваем вверх. Вяжем. Так, закончила я вязание. Значит, у меня сейчас убавляла я по мыску. На задних вот этих вот 2 спицах 34 петли и по мыску 14, всего 48. 3 ряда платочной вязкой, 3 дорожки, то есть вот у меня здесь получилось. Боковая сторона, пятка, высоту 11 зубчиков, как я уже говорила. Сейчас я это дело замерю в сантиметрах, эту высоту пятки. Так, сколько она здесь? 6 сантиметров. Вот до пятки 6 сантиметров. Вот такая вот лаптя у нас получилась. Так, теперь что я буду делать? Закрываю петли. Все петли буду закрывать изнаночными. По 2 петельки вместе провязываю изнаночные. Две вместе изнаночные. Все, так закроем все петли до конца. И останется нам сделать вот такую вот вышивку. Сейчас я ее в ускоренном темпе постараюсь заснять. Любой цветочек можете вышить.
кто как умеет. Так, все, закрываем петли до конца, попрячем все хвостики, и тапочек готов. Толстенный такой получился.